Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Коляда, я являюсь корреспондентом газеты «Студенческая правда» и ежемесячного исторического журнала «Былое». Также студентка. Отчество? Коляда Мария Васильевна. Дата рождения? Город Москва. Родом город Ленинград. Живу, учусь, работаю, город Москва. Дата рождения 07.06.91. Добрый день, Мария. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, не знаю, как правильно сказать, но, наверное, ты один из самых, больше, чем ты, в руках киевских властей после прихода, захвата, после переворота, наверное, никто не сидел. По тюрьмам, по-моему, даже такого срока пока никого нету. 5 месяцев. Чуть больше 5 Чуть больше 5 месяцев. Изменилась ли твоя жизненная позиция? Да, многие очень вещи я пересмотрела в сторону углубления жизненной позиции на самом деле. Я поняла, насколько сильно я, например, люблю свою родину. Я в России этого как-то, живешь, родина и родина. Как-то особо это не ценишь и не понимаешь, а только попадая в подобные жизненные обстоятельства, ты начинаешь действительно гораздо сильнее ценить и свою родину, и своих друзей, и своих близких. И действительно начинаешь понимать, кто настоящие друзья, а кто не друг, не враг, а так мимо проходил. Я приехала на Украину 4 апреля 2014 года с целью составить, во-первых, свое мнение по событиям, происходящим на Украине, потому что в СМИ писали об этом очень много, но информация была очень такая разнообразная, скажем так, двоякая. Мне хотелось, во-первых, понять, что происходит, составить свое мнение и, конечно же, описать то, что я увидела. Пытаться, естественно, это сделать нейтрально, потому что грамотный журналист, настоящий журналист, он всегда должен любые события оценивать изначально с нейтральной позиции. Он не имеет права освещать жестко только какую-то одну позицию, не слушая абсолютно вторую сторону. Поэтому я свою поездку на Украину начала, конечно же, с Киева. Конечно же, посмотрела, что там происходит в центре, посмотрела на Майдан, пообщалась с людьми, которые там стояли на тот момент. Поснимала немножко. Потом уехала в Херсон, тоже пообщалась с разными людьми, с разных сторон. Пообщалась с людьми в городе Николаев, и как раз я умудрилась попасть в Николаев в самый такой жесткий момент, прям 7 апреля. Может быть, уточню, ты попала как кто? Как журналист. Я являюсь корреспондентом газеты «Студенческая правда» и ежемесячного исторического журнала «Былое». Также я, конечно же, блогер, куда же без этого. У тебя друзья есть на Украине? Да, у меня довольно большое количество друзей. Причем есть друзья, как это не смешно, тоже разных взглядов и с разных позиций, наблюдающие либо участвующие во всей этой ситуации. Большинство ребят все-таки пророссийских убеждений из моих друзей. Но просто мне всегда интересно выслушать две стороны, а не одну, да? Я, по-моему, не очень просто удачный способ подобрала, либо время не очень удачный. Поэтому все так получилось. 7 апреля я была в городе Николаев, там стоял пророссийский лагерь. Антимайдан. Да, антимайдан. Там, лагерь, над ним флаги Украины, Белоруссии и России. И, конечно же, город Николаев. И там каждый день собирались люди, просто разговаривали между собой о событиях, о перспективах дальнейших, как в целом страны, так и городских каких-то новостях, событиях жизни. И 7-го произошла такая ситуация, что
приехал правый сектор в количестве 200 человек. Их посвозили с соседних регионов с битами, травматами, взрыв-пакетами. И они напали на вот ребят, которые там собирались. И очень жестко вынесли лагерь. Было очень много раненых, очень много избитых. Мне самой перепало, битой по голове. Да, не слабо. Вот. Скажи, ты участвовал в этом как журналист или как участник? Нет, не как участник, я участвовал как корреспондент. То есть, опять-таки, пыталась соблюдать нейтралитет, пыталась останавливать именно драки, то есть не тормозить какую-то одну сторону, а именно драки останавливать. А потом начала выносить раненых с места событий. Ну, потому что еще можно было делать? Носить раненых, как-то фотографировать что-то, записывать. Сколько было примерно защитников антимайдана в лагере вот этого, возле памятника? Меньше 100 человек. Причем среди них были и девушки, среди них были и женщины среднего и пожилого, ну, среднего возраста, более пожилые. Вот. То есть очень разнородная компания была в этом плане из защитников лагеря. А среди нападающих в основном крепкие пацаны. Вот, и как вы отошли от них? Ну, то есть они вытеснили Стоящий лагерь вытеснили, половину людей везла скорая, везли скорой помощи. Вот. Милиция, их там было очень мало, то есть они ничего не могли сделать. Там было человек 80, наверное, всего. Они чуть-чуть пытались придержать правый сектор, чтобы люди смогли отойти. И люди бегом разбегались дворами со всей дури, потому что иначе вариантов не было. Вас преследовали? Да. И кого-то догоняли они? Кого-то догоняли, пытались кое-как там, опять-таки, даже по дворам. То есть драки ушли во дворы, получается, с центральной площади. А милиция что-то пыталась предпринять? Нет. То есть они работали только по площади. С площади все ушли, их уже это не касается. Вот, я лично видел фотографию, где в скорой помощи поймал. Вам оказывалась первая помощь? Да, мне просто пробили голову, мне как раз, видимо, меня сфотографировали в тот момент, когда мне промыли все уже и рану, и промыли, смыли все с лица. У меня единственная одежда осталась, у меня весь воротник, и часть кофты была залита. Посмывали кровь, должны были везти на скорой в больничку, зашивать. Не сильно в плане, то есть не сильно кожа разошлась, скорее просто чуть деформировался череп. То есть просто проломили голову именно. Вот. Но просто там подошли ребята, кто был посильнее ранен. И как бы, зачем? Зашьют мне там один шовчик наложат или два. Само заживет. То есть там не настолько сильно было именно пробито, а деформация черепа, чем они мне помогут в больнице? Череп вправить. Но после этого я уехала, да, на следующий день. Я уехала в Новую Каховку, тоже описывать события и общаться с людьми. И там меня уже взяли. Вот, задерживали вечером. Я вспоминаю тогда по новостям, еще, по-моему, 8 числа, 8 апреля. Да. Писали, что задержано... 9 числа по новостям начало проходить. 8? Начали писать, что задержали диверсантку, спецназ ГРУ. Как они это, вам это такое говорили? Да, меня после того, как меня задержала Альфа и СБУ, меня привезли в какое-то помещение, там же в Новой Каховке. И был экспресс-допрос на месте. Вот, первый допрос. Задерживали из СБУшников УКРП, управление контрразведки. И они мне пытались доказать, что я сотрудник ГРУ. Мне вначале было смешно, я, честно говоря, вначале подумала, что они просто прикалываются. Вот, потому что, как-то поверить в подобный бред даже мне было нелегко. Вот у меня такой вопрос. Спецназ ГРУ, это, когда я слышу такое, знаете, человек, наверное, рукопашный какой-то сильный, там,
очень хорошее здоровье. Ну, если, не знаю, если там спецназ ГРУ женщины, но это... Я думаю, нет, потому что спецназ ГРУ — это мужская профессия все-таки. Во-первых, подождите, во-первых... Фотография в военной форме с СВДшкой гуляла по интернету. Фотография в военной форме с СВДшкой — это страйкбольная СВДшка. Страйкболом я увлекаюсь, я не спорю. Ну вот, но, во-первых, состояние здоровья не позволяет мне даже... Я в свое время хотела поступать в Академию МЧС, была у меня такая мысль. Я хотела стать спасателем, именно квалифицированным спасателем. Мне даже здоровье туда не позволило поступить, потому что у меня переломы неправильно сросшиеся, у меня зрение, то есть у меня на левый глаз почти ничего не вижу. Я вообще с слуховым аппаратом хожу, который у меня СБУшники так мне его, кстати, не вернули. Вот. Какой спецназ ГРУ, мне здоровье там в МЧС не позволило пойти. Я первое, что потребовала, вспомнив фильмы, мне, пожалуйста, консула моей страны, без консула ни слова. Не помогло. Отказались звать консула. Сказали, что мы пошлем факс, и если консульство очень захочет, оно вас увидит. В итоге я увидела консула в конце мая. Я встретила очень разных людей, разных, что по обращению, что по взглядам. Даже не учитывая, что они работают все в одной структуре. То есть, например, те же альфовцы, да, как бы. Уже Альфа, это спецназ, СБУ. На самом деле, могу сказать, ну, за исключением того, что, ребята, вы меня задержали, вообще спасибо за все остальное. Потому что это, они мне втайне от СБУшников, ГРПшников, они мне приносили чай после задержания. Они мне дали бутерброды. Вот, это была моя первая пища на ближайшее энное количество времени. А вот у КРП это такие сволочи, что просто слов нет. То есть это те, которые именно выбивают какие-то показания, те, которые привыкли брать обманом, шантажом. В начале из серии даешь интервью европейским каналам, что ты старший лейтенант ГРУ, послан с целью диверсионной, разведывательной деятельности, и отправляешься на свободу. Потом, когда я отказалась подобные вещи делать, начали уже, уговаривать. Вначале нежно, ласково, и со словами, что мы тебе все предоставим. Если ты не захочешь в Россию возвращаться после интервью, мы тебе украинское гражданство дадим. Жилье мы обеспечим, работу обеспечим в Киеве. Интервью дай. А потом поняли, что это не помогает, и где-то в середине апреля уже пошли на силовые методы. Что такое силовые методы? Били. Просто били. Что такое силовые методы? Можешь подробно рассказать? Следователи, как звали этих следователей, кто тебя избивал? Там, следователю, на самом деле, у меня нет никаких претензий, за исключением того, что так подделывать уголовное дело, это действительно надо быть специалистом. То есть очень много левых бумаг в деле, очень много неправдоподобия в деле, начиная от того, что, оказывается, меня задержали 10 апреля по документам. Это не учитывая, что по СМИ все это показывали 9-го. И что на сайте СБУ 9-го написали, что меня задержали. А по всех документах меня задержали, оказывается, 10-го. И очень много было вот таких вот вещей, да, в деле. У меня проблемы были не со следователем. Следователь, ему сказали вести дело, он его вел, как бы, да. У меня проблемы были с УКРП, управлением контрразведки. То есть это они меня уже, если что, дергали и что-то требовали. Что-то, для них это было интервью и прочее. Что они конкретно делали с тобой? Вот, расскажи. Били в основном по животу, по груди. Причем так сильно, что потом на СИЗО как бы мне аж девочки помогали, потому что меня вот так вот шатало. Я несколько недель в туалет кровью уходила. Меня всю еду обратно выбрасывала из организма. Я вообще есть не могла. Это с какого года продолжалось примерно, ты можешь? Примерно, сейчас скажу, с 14 апреля и закончилось все где-то в середине мая. Единственное, я очень бесила у КРПшников тем, что я постоянно смеялась. У меня такая реакция на стресс. Меня с 12 апреля поместили на СИЗО. СИЗО номер 13, Лукьяновка, город Киев. И с тех пор в СИЗО первые 2 месяца общая камера, то есть 8 человек в камере. А реально сколько там было? 8. То есть полный набор, полный состав. Вот. А потом уже 3 месяца последние в одиночке.
Вот эти в общей камере, что там было, как к тебе относились, допросы какие-то водили? Ну, в общей камере именно отношения среди заключенных, имеешь в виду? Да. В общей камере первое время очень плохо. То есть именно из-за того, что меня же по новостям постоянно показывали. А девочки, они давненько уже все сидят на СИЗО. И ну, мозги вот этим вот телевизором, они немножко уже промыты. Ну, и не немножко, я бы сказала. То есть они верят всему тому, что показывают по телевизору. И ну, девочки поддерживают правый сектор. Потому что, ну, как они видят освещение событий по местному телевидению? Вот Россия напала на Украину, пытается отделить часть Украины, а доблестный правый сектор спасает целостность и независимость Украины. Они этому верят. И вот показать им как-то, что вы сами-то понимаете, что это бред. Они не понимают. То есть проблемы были только из-за этого. По бытовой теме как-то не было проблем. Потом уже, ну, то есть первую неделю совсем все было плохо. Но потом потихонечку девочки начали уже более адекватно относиться. И мы ссорились в основном тогда, когда новости показывали. То есть показывают новости, девочки начинают высказывать свою позицию, я начинаю высказывать свою позицию. Ну и позиции обычно были диаметрально противоположны. Комиссии всякие к нам приходили, там 2 раза Лутковскую я видела, уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Ей девочки, кстати, тоже говорили, что меня избивают на СБУ. Ну, потому что они видели, в каком состоянии я приезжаю с этих допросов. Вот. Лутковская говорит, я ничем не могу ей помочь. Почему, она, кстати, не объяснила. Вот. ООНовцы были несколько раз. ООНовцам я тоже говорила обо всем этом. ООНовцы это кто? ОБСЕ или кто-то еще? Одни ООНовцы были какие-то местные, совсем, ну, то есть совсем с Европы приехали именно проверять соблюдение прав человека в Киеве. А ты говорила, что тебя избивают? Там... Да, говорила, они даже все записали. И какая-то реакция была? Нет. Бить переставали? Ну, так на время комиссии? У меня, в принципе, ну, то есть, в основном все комиссии пошли вот май, июнь, август. Уже с конца мая, считай, по начало сентября. Летом все комиссии в основном были. Ну, а что, как бы, потом уже ничего не происходило особо. То есть потом уже просто сидишь и ждешь очередного допроса, либо суда. Ну, допросы после мая какие пошли? Что это происходит? Просто стандартный допрос, то есть тебя вызывают, следователи привозят, говорят, у нас тут появилась новая информация по твоему делу. Ну, теперь скажи, что ты делал в таком-то городе? А с кем ты там общалась? Ты говоришь, я в таком-то городе? Да ладно, с чего вы взяли, что я там была? Я там на крыльях прилетела, что ли? То есть они там иногда такой бред тоже выдумывали. Ну, потом суды же, экспертиза голоса, экспертиза почерка, баллистическая экспертиза, психиатрическая экспертиза. Но этих экспертиз было море. Вывозили же на все эти экспертизы. На продление, на вручение обвинительного акта. А вот смотри, вначале тебя как суд постановил на 2 месяца, правильно? Да. Когда ты закончишься срок 2 месяца? 6 июня. Почти день рождения. День рождения твой? У меня 7-го. Ну, то есть срок чуть побольше был, 6-го у меня был следующий суд просто. Вот. 6 июня меня осудили еще на 2 месяца. А чем обосновали? Вот. Мне дали залоговую сумму, под которую я могла выйти на свободу, 4 миллиона 875 тысяч гривен. То есть заплатите залог и выходите, если хотите. Вот. Обосновали, типа, что могу уехать обратно в Россию, что общественно опасное деяние, могу скрыться, могу пробудить подельников, неустановленные лица, прочее. Они даже в дело не постеснялись написать, потому что в ходе пребывания в нашей державе могла выполнять спецзадания ГРУ, ГША, ЗС, РФ по диверсионной разведывательной деятельности. Я когда эту строчку в деле увидела, я просто в осадок был. Могла? Какие-то доказательства не были? Могла, а вот... Ну что, могла это... Могла и могла. Могла выполнять, могла не выполнять. Интервью-то не получили.
Вот, почему перестали выбивать, видимо, потому что, ну, как бы, интервью это было важно, наверное, сразу после того, как меня так раскрутили, а потом со временем тоже важность, момент важности потерялся. На самом деле, просто вот когда я уже, ну, даже когда еще в общей хате, кстати, была, я познакомилась с девочкой Ира Полторацкая, Донецкая область, тоже наша девочка. 50 лет, ну, девочка, но женщина, 50 лет, ее задержали в Донецкой области, ее везли 6 суток до Киева, связанную все. Ее ботинки даже по дороге умудрились потерять каким-то макаром, СБУшники. Ее уже закрыли на СИЗО, у нас потом был с ней один адвокат, поэтому мы могли общаться немножко. Вот. Потом еще одну девочку доставили, Ольгу, тоже мы с ним общались на СИЗО. Пацаны там уже появились наши, ну, наши. Для меня уже все наши, кто по каким-либо статьям по сепаратизму сидел, потому что на самом деле мальчишки очень помогали, спасибо им огромное. Потому что когда болела, я помню, мне лекарства пришли от ребят, то есть со связью помогали с продуктами, с сигаретами, с одеждой. То есть мальчишки вообще герои. За что им огромное спасибо. Спасибо огромное ребятам с воли, которые приезжали, закидывали передачи. На самом деле очень настораживает и обижает позиция МИДа, моего родного, горячо любимого. Потому что как ты не чувствуешь своей принадлежности к огромной великой стране Россия, когда ты находишься в трудной жизненной ситуации, находишься под стражей, и консульство вообще ничего не делает и не помогает. Ну, как-то немножко настораживает и как-то неприятно, я бы сказала. Причем там же помимо меня тоже российские еще граждане были. Задержаны тоже по статьям сепаратизма. Ну, вообще по СИЗО много. Вообще Украина занимает первое место по количеству задержанных граждан России в мире. Потому что рядом с Россией находится всегда, здесь очень много задержанных российских граждан в принципе. А вот именно по политическим мотивам, если брать вот этот момент, вот, я видела на СИЗО Рому Банаха, Славку, Олю. Вот как бы. Журналистка тоже девочка. Ее обменяли потом. Ну вот, то есть вот мы из России были. Нет, никому из нас не помогало. Эти ребята еще на СИЗО там? Нет, уже все уже здесь. Олю обменяли раньше, а Рома, Слава, я, вот мы сейчас в этот поток попали. Как там нас кормили, медицинская помощь? В этом плане Лукьяновская ТАТ кормили сечкой, кормили тухлой капустой, тухлой рыбой. И я не понимаю, почему это называлось супом, учитывая, что это одна вода, и если там попалась четвертинка картофеля, подвиг, картошка. Вот, то есть, нет, с едой все очень плохо было, особенно при прежнем начальнике СИЗО. Не так давно сменился начальник СИЗО. Стало чуть-чуть получше, хотя бы капуста стала чуть-чуть менее тухлой, скажем так. Но как только приходит комиссия, мы на СИЗО об этом понимали моментально, потому что такая вкусная еда. Клёцки, рагу, мясо, прям вот вареная курица с пюре. Все хорошо сразу становится. Кто к комиссии приходит на СИЗО? Слушайте, комиссии, приходите почаще, так вкусно есть. Огромное количество людей на СИЗО не греется, то есть у них нет передачек, у них нет другого выбора, кроме как есть эту баланду. Кроме как баланды, это нельзя никак иначе назвать. Это очень много, большинство количества еды, они несъедобные. Если человек простудился, его собственные трудности. Вот. Если человеку плохо с сердцем, ему дают валидол. Какой валидол на СИЗО? Валерьянку. То есть нас от всего лечили валерьянкой, йодом, из обезболивающих ибупрофеном. Все, больше лекарств у нас нет. Замечательно. Даже от аппендицита, от всего. Были случаи аппендицита? У девочки одной аппендицит надо было вырезать. То есть все, пипец, надо срочно было уже на скорую и все. Пришел фельдшер, говорит, до утра не полегчает, вызовем скорую. А ничего, что может прорвать в любой момент, перитонит и все, смерть.
Очень много смертельных случаев летом было на СИЗО. Жара, духота, дышать нечем. Много это сколько? Ну, а откуда цифры? Я ничего не знаю цифры. Что-то видел. Ну, у нас на этаже 4 трупа вынесли. Это они по каким статьям? Вот и, кто по каким, там все же по-разному. Политические? Нет, политических. Среди этих 4 не было. Политические у нас ребята молодцы, крепкие. Девчонки тоже. Ну, не только это, то есть еда, медицина, ну, это ад. Извините, пожалуйста, те же боксики. То есть, если человека вывозят куда-то, на следственку, то есть к следователю, например, на суд, в 8 утра всех приводят в боксовые помещения специальные. Иногда на маленьком боксике 2 на 2,5 метра стоит 16 человек. Вентиляция не работает. Дверь заперта. Лето, духота дичайшая. Нам девчонки сознание теряли и все остальное, ну куда. Причем женский боксик почему-то, я не знаю почему, он был прямо напротив туалета. А туалет, там где боксы, посыпают сюда очень большим количеством хлорки. То есть это дичайший запах хлорки и дичайшая духота. Расскажи, как вы узнали о том, что обмен... Я вообще про это не узнала, на самом деле, практически до конца. По одной простой причине. Меня перекинули в новую хату буквально за пару дней до этого. И я потеряла в этот момент связь. Вот. Ну, у меня она просто в другом месте немножко оказалась. И у меня не было связи последние пару дней. Меня должны были на следующей неделе этапировать в Новую Каховку. Вот. И тут вызывают без вещей к следователю. Ну, беру маленький пакетик с документами. Что, постоянно с вещами, что ли, ездить? Иду на боксы. И меня, походу, там забыли или потеряли. Хорошо меня мальчишки наши нашли. Вот. А, она же здесь, все. Вещи собрала. Какие вещи? Ты вещи не собрала, нас на обмен везут. Понятно? Не, козлики пошли, собрали вещи, притащили. Мальчики, которые работают на администрацию, их называют козликами периодически. Вот. Они пошли, вещи все мои покидали кое-как в сумку, притащили мне ее, я ее потом перебирала. Вот. Все лишнее повыкидывала. Ну, мы поехали. Нас в футболке завязали, скотчем обмотали нам на голову. Причем до этого было вообще все прекрасно. Нас на СИЗО сфотографировали, выписали справки об освобождении и отдали их нашему конвою. То есть теоретически справки об освобождении СИЗО в принципе дало. Нам всем сказали, что на нас закрыли дела. Мы все подписали о том, что претензий к СИЗО мы не имеем. С 12 числа мы все свободны. Так что справки об освобождении стало 12 число. То есть мы свободные люди уже. Обязательно. Повязки на голову, футболки сверху замотали скотчем, на руки стяжки. Спереди руки связали стяжками. И повезли в Харьков вначале. Причем, когда везли по Киеву, заставили всех головы в колени, руки вниз, чтобы из окон не было видно, что едут люди с завязанными глазами, скованными руками. Вот. А на чем ехали? На автобусе на обычном. С охранниками, с автоматами. И, по-моему, просто было лень в масках всю дорогу сидеть, поэтому глаза завязали. Чтобы маску можно было снять. Ну вот. Довезли до Харькова, выгрузили в Харькове, поместили на местном специзоляторе СБУ. Вот. Ну, у мальчишек есть претензии к этому специзолятору, потому что их там разместили в крошечные камеры по огромному количеству народа, не кормили, ничего. Вот. Там были? Нас, получается, вечером провезли, мы следующий день, сутки были, 1,5 суток мы там были, до момента, пока нас не забрали на обмен. Ну, вообще жестко, то есть
пацанов закинули в эти маленькие крошечные камеры по огромному количеству людей. По поводу еды сказали: вас слишком много, поэтому кормить не будем. Вот. Повезло. И не кормили? И не кормили? Нет, не кормили. Повезло, что местным ребятам, которые знали, что они сидят там, им передали действительно очень хорошие передачки, и они со всеми нами поделились, нас накормили, напоили кое-как. Ну, кое-как. Нас вообще шикарно накормили, девчонок. Нас там всего 2 девчонки было. Вот. Я и девочка из Чугуев, как правильно вас зовут? Чугуев. Вот. Девочка из Чугуева, Ася Ручинян. Вот. Вот нас 2, пацаны вообще, я их обожаю. Они нам столько еды давали. Мы там, наверное, бы лопнули. Если все это съели. Эта девочка осталась? Девочка, да, к сожалению, ее не было в списке. Да. Я очень надеюсь, что ее в ближайшее время несут в список на обмен, и все-таки ее вытащат. А что она совершила такого? Ее задержала Нацгвардия на специзоляторе СБУ в Харьковском. Она с 10 числа, 10 сентября, то есть буквально недавно. Ее, когда задержали Нацгвардию, ее вообще 4 часа продержали на коленях, головой в землю, а руки максимально на дыбе, по факту. Очень жестко, конечно, все это. И потом ее туда привезли. Ни родителям, ни друзьям ничего, естественно, не сообщили. То есть она по факту была пропавшая без вести. Она по факту сейчас пропавшая без вести. Да, да. И как бы призрак. Ее нет на специзоляторе СБУ. Официально. А в реальности она там сидит. Ей из вещей не дали, ну вот у нее, понятно, сумочка там с тобой была, да? То есть ей даже не дали там какие-то вещи первой необходимости, медикаменты, те же сумочки взять. Ей плохо было на специзоляторе СБУ, ее еле откачали. У нее сердечный приступ был. Ее еле откачали там. И пацаны все очень на нее переживали, как бы вообще. Ну, там все время было? Все время там было на специзоляторе? Ну да, с 10 числа мы там. Вот. На самом деле, вот я говорю, если бы не мальчишки, я вообще не знаю, что я делала. Они очень во многом помогали на СИЗО, и вот во время дороги, и в Харькове, когда мы сидели, и уже когда обменивали, а вот сам обмен даже, да, то есть нас с Харькова, когда уже на обмен повезли, нам глаза уже не завязывали, просто стяжками руки сковали. Потом уже, когда привезли на место обмена, порвали вот эти стяжки, сказали: шаг вправо, шаг влево, расстрел, будем обстрелять, если, куда-нибудь пытаетесь рвануть. Выстрелили по 2 человека в колонну. Это просто вот сам по себе момент, да? Мы возвращаемся по факту, нас обменивают уже, с ДНР, нас отдают ДНР, а ДНР отдает солдат украинской армии, или как их правильно там называют? Укропов, русски говоря. Идут эти солдатики, головы до земли опущены, еле-еле идут, еле бредут. Такое ощущение, что не уходить не хотели, им тут понравилось. Мы идем, вот, голова вверх, лица все в улыбках, четким шагом. Мы идем именно домой. Причем, кстати, вот единственное, что меня очень смущает, конечно, до сих пор, нам же отдали, нам не выдали даже эти справки, которые Киевская СИЗО сделала об освобождении. Нас отдали вообще... Личные вещи, деньги там какие-то... Какие личные вещи? Какие деньги? Нам даже документов не вернули. Вот. Причем вот мы, кто вот граждане России, это как вообще? Если мы граждане России, нам как бы в теории надо уехать, наверное, в свою страну каким-то образом. Как мы должны проходить через украинскую и российскую границу официально, когда у нас нет паспортов? Или как? Мы должны отсюда приехать в Киев, доехать каким-то образом до консульства и сказать: консульство, дайте нам, пожалуйста, паспорта, а то нам их почему-то не вернули. То есть как это должно вообще само по себе? Как должно быть? АПСЕ присутствовал при обмене. И что? У ОБСЕ? Да. Мы их назвали АПСЕ. Удалось с ними что-то поговорить? Подошли к ним по поводу документов, и они говорят: а, мы ничего не знаем, и уехали. Зачем они там вообще должны были, объясните мне кто-нибудь. В итоге мы, как там, без документов, без денег, без всего. Что осталось из документов? Ничего.
Ну вот, я имею в виду, осталось в Киеве, там, Ну, в Киеве остался как минимум паспорт, банковские карточки, студенческий, карточка на метро, именная, проездная. То есть, московская. да, конечно. А сколько денег не вернули? Так деньги они даже в протокол еще не заносили при задержании. Про деньги можно было сразу забыть. Дело-то не в деньгах, дело в том, что хотя бы документы бы вернули. Я промолчу про то, что они в самом начале еще умудрились мой российский паспорт потерять. У них мой загранник был, я сидела по заграннику. А российский паспорт мы вообще изначально потеряли, журналистское удостоверение потеряли. Ну куда? Как? На ДНР на самом деле огромное спасибо, потому что приняли, привезли сюда уже когда, да, ребята. Все обнимаются, говорят, молодцы, вернулись из плена, поздравляли, сразу поселили, накормили. Все, совсем помогли, молодцы. Расскажи еще такой интересует момент. Вот смотри, вы 5 месяцев были отрезаны от общества. Информацию о том, что происходит на Украине, имели? Мобильная связь для чего нужна? Нет, когда было телевидение, ну, то есть, когда вот я сидела в общей камере, там был телевизор. В одиночке у меня не было просто телевизора, поэтому у меня чуть поменьше была информации. То есть, что-то доходило через телевидение, то есть, если смотреть его, как говорится, правильно, даже украинский канал, можно, в принципе, понять, что они врут, а что хотя бы близко к правде с противоположной стороны освещают. Друзья свои что-то рассказывали. Что-то, когда он куда-то вывозят, да, там, к тому же следователю, на тот же суд, с ребятами, с кем ты пересекаешься в этот момент. Ну, случайно, потому что одним конвоем везут. Ну куда? Куда они денутся? Что, еще и 40 конвоев ради нас заводить? Вот, ребята что-то рассказывали. Что-то через связь попадало. Но все равно, вот, на самом деле, до сих пор не верится, что на свободе. Буквально вчера шли с ребятами по городу, здесь уже по Донецку. Мы траву руками трогали, мы не верили, что мы видим траву и мы ее чувствуем. На самом деле идешь даже по воздуху, вначале голова кружится, потому что уже организм отвык от такого большого количества кислорода. Потому что сидишь в замкнутом помещении, дико сырые камеры, очень большая влажность. И вот так, свежий воздух, мы на свободе, деревья, трава. Люди ходят, никто тебе, там, не знаю, не орет, не сковывает, все нормально. Как сейчас самочувствие? Ну, более-менее. Есть какие-то проблемы, что такое тяжелое, срочно, после столько все-таки времени пережили и считают больше месяца изменений? Ну, тяжелое, срочное, это все-таки узнать, что все-таки произошло с животом. То есть сильно там что-то повреждено или не сильно. И насколько хорошо это все зажило, все эти повреждения. Потому что, подобные повреждения не проходят бесследно для организма, да? Вот. И второе, это, конечно же, зубы. Не хватает витаминов, не хватает кальция. Солнце мы же там тоже почти не видим. Какое солнце? Прогулочный дворик – это каменная коробка на крыше. Час в день. По украинскому закону 2 раза по 45 минут. Ага. Один час в день. И все. И домой. Каждый день или бывало, что и... Каждый день. Это они все-таки не нарушали. Ну, все равно час в день, что это? Час в день ты подышал свежим воздухом, пришел обратно в свою сырую, провонявшую куревом и вообще всем остальным запахом. Еще сперва хотелось бы еще осветить вопрос по законодательству. Я немножко не понимаю, куда... многие говорят Украина, Евросоюз, Европа. Слушайте, в России законодательство к европейскому ближе, чем у Украины. По крайней мере, Россия его как-то соблюдает. То есть тут беспредел идет, на Украине беспредел идет не только по политическим делам. Должно быть четкое понимание, что не только по политическим, но еще и просто по уголовным делам беспредел. Женщина сидела тоже с нами на СИЗО. Ее посадили за то, что она якобы избила судью. Она уже сидит 2 года. Причем она судилась, она была безработной, судилась с центром занятости полгода. Это вообще как? Судья вынес приговор
женщина-судья вынесла приговор в пользу центрозанятости. Женщина, ныне зэк, безработная, подошла к судье, взяла ее за шкирку и сказала: продажная женщина. Чуть-чуть потрясла. Нападение на судью. Вы поставили судье синяк 15 сантиметров на шее. Вы вообще представляете, что такое синяк 15 сантиметров на шее? Через 2 года только наконец-то на суде догадались вызвать эксперта, который сказал: а я заключение по телефону сделал. Как может пройти экспертиза подобная по телефону? Вот он, пожалуйста, обычное уголовное дело. Девочка за кражу сидела на СИЗО 5 лет. У нее даже приговора суда еще не было. Просто на СИЗО сидит. То есть, сколько она еще... Там срок-то по краже не такой большой. Она, по-моему, скоро уже просто у нее по сроку давности ее отпустят. Такими темпами. То есть, очень много беспредела. В райотделах там вообще жесть происходит. Если послушать разговоры девчонок про разные райотделы, сотрудников и прочее. Политическим вопросам, то есть я вообще промолчу. Они дела пишут как хотят, в дела вшивают что хотят. Шевченковский суд же в основном у всех у нас был, кто в Киеве находился. И кто на специзоляторе СБУ, и кто в СИЗО на Лукьяновке был в Киеве. У нас у всех практически был Шевченковский районный суд города Киева. Кто судья? Судьи. У нас всех разные судьи. Не, у тебя был какой судья? А у меня они постоянно менялись. Мне каждое продление новый судья. Да. Что можно сказать по Шевченковскому суду? Они, в принципе, не слушают, что ты там говоришь. Продлить надо. Продлили. То-то, то-то надо. Окей. То есть, что ты не доказывай, какие характеристики не представляй. Бесполезно, ничего не поможет. Какое законодательство? 90-е. В тему дальнейших планов. На самом деле, как говорится, не забудем, не простим. Просто есть очень многие вещи, которые нельзя забыть. Когда ты заходишь, привезли меня как-то от следователя, конвой заходит, говорит: российскую сепаратистку привезли. Пацан какой-то, он в лёжку лежал на полу, прям на каменном полу, лежит человек, избитый вообще в ноль. Синий-фиолетово-черный. Пришло российскую сепаратистку привезли. Это тело, потому что назвать это человеком, я просто даже не знаю, этот парень выжил, нет. Потому что он настолько сильно был избит. Он просто открыл глаза, сказал только одну фразу: «Россия где-то?» И вырубился обратно. Я не знаю, ни как его зовут, ни откуда он, ни что он. По-моему, его, кстати, СИЗО не приняло. Потому что настолько избито, что им надо лишний труп себе вешать на СИЗО. Я не знаю, поэтому его дальнейшую судьбу, просто показатель, да? По поводу работы СБУ, по поводу работы Нацгвардии. Просто мне кажется, такие вещи нельзя забыть. Такие вещи нельзя простить. На такие вещи нельзя не обращать внимания. И об этом надо говорить. Это надо доносить до людей. Чтобы люди видели не только то, что официально по украинским каналам показывают. Они видели и знали правду. Что происходит, как происходит, каким образом это происходит. Я буду пытаться это делать отсюда, не с Москвы. Потому что Москва — это все хорошо, Москва немножко все-таки подождет. Единственное, по-моему, меня все-таки обменяли случайно. Потому что как-то странно. Сейчас они что-то начинают напрягаться по поводу того, что я где-то не в Киеве, где-то не в СИЗО. То есть просто буду поаккуратнее, буду работать как журналист здесь, уже не пытаюсь узнать точку зрения другой стороны. Точку зрения другой стороны я уже узнала. Спасибо, мне хватило. Буду помогать ребятам в плане освещения событий. Буду выезжать на места событий, освещать их, писать в редакцию. Так. В принципе, все. А домой к родителям? Домой к родителям успеется. Никуда не денется.